Итак, Валерия, сегодня пишем вот эту картинку, старую мою, тоже я на видео снимаю. Я пишу, вы повторяете на своем холсте со своей палитры. Так, начинаем. Смотрите, для начала смажем холсты. Вот у вас точно такой же холст. А чем мы будем смазывать? 40 на 50. Да, очень полезно. Задавайте все вопросы, абсолютно прям глупые, не глупые, потому что, ну, я там лишнее вырежу, но это очень полезно тем, кто начал рисовать. Так, смажем мы, наверное, охрой с легким коричневым оттенком. Смазка это очень важно. Вот смотрите, она везде здесь проглядывает. Вот я ей на камеру покажу. Ну, то есть везде. Она собирает весь колорит. То есть это как подкладка? Подкладка, да. Это активная, так сказать, подкладка. Можно пассивную сделать, например, акрилом желтым, ну, охристым покрасить, будет пассивная. Здесь у нас активная. Она будет свеженькая, вмешиваться в краску. Вот буквально где не мазнешь, вот этот коричневый, он немножко кисть его поднимет и будет везде легкий коричневый, желтовато-коричневый оттенок. Так, смотрите, что касается разбавителя, влажного, по суше немножко сделаем. Так, вот он достаточно сухой, здесь 25% масла, остальное white spirit. То есть достаточно сухой, но мы еще его посушим. А что значит сухой? Сухой, ну, в том плане, что разбавителя много, он будет высыхать и мало масла будет оставаться в слоях. То есть, если добавлять больше масла, она будет более жирная. Это называют, да, жирные. Вот буквально на глаз вы сами себе можете, или я вам сделаю. То есть в этот разбавитель я еще white spirit немножко добавляю, чтобы он был по суше, чтобы процент масла был ниже. То же самое сделайте себе. Мы это делаем для чего? Ну, будем, это для разбавления кассы. А если более жирная, для чего делается, например, когда более жирная? Ну, это, например, цветы писать. Удобно, когда когда слои мягенькие, когда такая вот смешиваемость хорошая. А здесь нам нужны сухие разбавители, чтобы, например, по небу, вот мы наберем небо, на сухом разбавителе уже без смешиваемости легли вот эти оттенки сверху в один сеанс. Понятно. Так. Этим же раствором смажем холст. Возьмете, сами себе сделаете, будете сами все делать самостоятельно. Вот столько охры, даже можно чуть меньше, и коричневого, любого коричневого, чтобы снять слишком уже большую яркость охры. Вот так на палитре размешаете. Тоже губочкой, да? Губкой, да. Так, немножко больше желтого. Примерно вот такой вот. То есть прям тонким слоем. Тонким. Не густой совсем. Нет, не нужно. И без белья. Так, теперь рисунок наметить нужно. Горизонт. Всегда горизонт определяется где-то вот. Лучше карандашом или краской? Не важно. Карандаш карандаш немножко быстрее это делает. Так, линия горизонта, то есть вот горизонт чуть повыше забора. Определяем линию горизонта. Ну, чувствуем, вот он, где-то вот здесь. Ну, представим, где у нас горизонт. То есть мы, понятно. Да. Строим домик. Вот здесь важно, вот здесь может быть не очень точно построен. Где-то вот по вот этому бревну идет горизонт, вот оно у меня завалено. Ну, это я так, видимо, ошибся, не очень ответственно отнесся к рисунку. Вот это бревно должно быть параллельно, вот это и вот это. То есть они должны быть. Какое бревно? Вот это? Примерно, да, бревно, которое на линии горизонта. Оно у меня здесь завалено, это не очень верно. Вот так оно должно быть. Вот эти бревнышки немножко вот сюда в точку схода уходят, вот эти туда. Тут немножко утрировано, как бы такой эффект рыбьего глаза. Немножко поспокойнее делайте. То есть вот этот конек не так резко, немножко поспокойнее сделайте. Ну, в общем, немножко не так заваливайте рисунок.
значит эффект рыбьего глаза? Ну, рыбий глаз Выпуклый? выпуклый, ну вот как все. Вот. Да, немножко вот такой вот, ну вот GoPro камеры все снимают с таким эффектом рыбьего глаза. Поняла. Вот у каждого вот две плоскости, вот она как коробка, можете представлять. Вот здесь своя точка схода, вот у этой стены, да, у каждого бревнышка, у каждой дощечки на горизонте. Здесь своя линия схода, немножко дальше будет. Вот здесь он более крутые вот такие будут заломчики, вот эти сход в одну точку. Здесь это менее выражено. Вот у нас параллельно, например, бревно, ну, то, на уровне горизонта. Горизонт, ага. Да. Так, дальше забор у нас. Ну все, эти все постройки можно уже от руки сделать, с курочек можно наметить, можно не намечать. Это все можно по ходу краской сделать. Теперь делаем рисунок. Так, я немножко увеличу домик. Да, вот окошки можно наметить. Да, тоже кстати, по поводу окошек. Мы их сейчас прорисовываем или намечаем? Лучше сейчас. Лучше вот сейчас немножко наметить, куда вводить голубой. Мы сначала голубой введем, потом обрежем его коричневым. Там еще рамы белые какие-то. Да. Что-то такое. Это потом уже прорисовывается. Ну, сейчас разберемся. Можно и так, и так. Так, вот наш дом. Только дом. Более-менее постарайтесь выполнить. Все остальное это легко находится уже прямо кистью. Так, это берем бирюзу, немножко FC. Можно взять небесно-голубую, но примерно то же самое у нас получится. Такой же эффект. Разбавляем немного краску. Смотрим на тон. Очень важно не пересветлить. Небо оно не очень светлое обычно. Сравниваем с белилами. Так проще понять, ну, тон неба. Может быть он такой, да, может быть. Художники часто бумажку прикладывают, когда с натуры пишут. По бумажке видно, насколько небо темнее, чем белую бумажка. бумажку. Белую бумажку. Белую, иногда черную, для сравнения на тональности. Так, вот разносим. К низу у нас немножко все светлеет, можно кадмия какого-нибудь взять и побольше белил. Кадмия, охры. Под облака пока не оставляем место. Да. Тонким слоем. Смотрите, краска здесь должна быть по возможности более-менее сухой. Теоретически, если у вас смазка вот эта еще не подсохла, можно в густую краску вносить, поскольку она будет по влажному растаскиваться хорошо. Если она подсохнет к этому времени, тогда немножко можете разбавлять. Прям под все дерево можете, под всю вот эту группу до вот этого предела. То есть, вот примерно вот как я. Там, где они будут непрозрачные, уже масса лежат, там не обязательно. Движения короткие, не длинные, не красящие, а вот такие короткие, взбиваем под 45 кисточкой. Небо тогда начинает немножко... Вот, уголочком, да? Да. Оно мерцать начинает, дышать. Нет такого эффекта раскрашенности. Так, солнце у нас оттуда. Обычно небо немного светлеет к этому месту. Значит, можно или высветлить здесь, или уплотнить вот этот уголочек. То есть либо уплотняем уголочек. Да, либо высветляем. Берите всегда плотнее немножко. То есть живопись, художники берут, как правило, более темное, чем в натуре. Особенно если вы с фотоматериала работаете, немножко утемняете. У вас будет больше возможность, больше диапазон для цвета, цвет передавать. А это самый главный процесс считается в написании картины?
Вот именно насытить цветом, да, определить какие-то основные. Ну смотрите, как работа, можно по-разному Все вести. главное, понятно. Да. Можно брать и выписывать все это сразу, а прямо от угла можно писать, кто-то и так пишет. Но обычно пишет художник так, основными пятнами, разбрасывает основные цветовые пятна, достаточно грубо. Ну, как нужно тональности соблюдать, чтобы они не светлее, не темнее, вот это важно. Так же, как инструмент, например, рояль настраивают. Сначала грубо подтягивают струны, потом немножко точнее, а потом уже тонкая настройка. То же самое здесь. Мы грубые пятна раскладываем, потом немножко будем уточнять, а на финальном этапе будем уже детали, какие-то тональности будем уже вот тонко делать, тонкую настройку. Так, вот смотрите, я тут зелень травяную с вот этим цветом. Немножко, они у нас, вы сначала можете брать немножко чище, чем нужно, потому что в процессе работы немного загрязнится все это. Можете такие более-менее открытыми цветами работать. Уголочек темный, вот у нас умбра здесь травяная, можно синего добавить. Вот здесь практически без белил вот это. Темнота, да. Тут у нас красное дерево, оно такое разбивает два зеленых, можно сразу подложить что-то красное. Точно за именно вот оттенками не передавайте. Тонально очень важно, цветовые оттенки могут туда-сюда процентов прям на 15 ходить. Не знаю, как-то в процентах выразить, но вот это не так важно. Потому что в природе может быть и такой оттенок дерева, и немножко другой. Это не столь существенно. А вот тональность, если вы соврем в тоне, то вот это будет уже проблематично. Так, вот здесь у нас дерево. Стараемся пока что, да, Костик, стараемся без белил пока что работать. Вот что-то такое теплое под траву закладываем. Можно сделать оливковый цвет немножко травяной и охра. С охрой, с желтеньким. Получается вот такой приятный оливковый солнечный цвет. Здорово. Даже красный сюда или оранжевый можно. Вот здесь белил нету. И поэтому они такие сочные оттенки получаются. Вот на таком первом этапе мы стараемся, точнее, работаем без белил. Да. Ну вот смотрите, под дорожку у нас, конечно, с белилами пойдет. Можете сразу уже отдельной кистью разбавить, например, охру с краплаком и немножко белил, потому что, ну, тут уже белила должны быть. Также берем плотнее. Помним, что мы идем на высветление. Смело можно брать все это дело поплотнее. Солнце, определяемся. Солнце у нас в картине слева, как бы немного сзади, немножко в контражуре. Оно освещает вот эту вот плоскость, но уже вот эту плоскость не освещает, и забор не освещает. Вот эти плоскости дома, они теневые, вот эта световая, вот эта плоскость тоже теневая, тут будет тень. Я как раз спрашивала, что такое контражур. Да, ну, здесь не ярко выражен контражур, но небольшой контражур есть. Да, сразу под белую курицу желательно, когда ты пишешь в один сеанс, желательно сразу проложить краску первой. То есть прям беленьким? Беленькой, да, ну можно с охрой, можно с фиолетовым. Вот одна курица там. И вот здесь у нас будет курица, тоже можно положить белый. Даже поскольку курица тоже в контражуре, лучше даже немножко с фиолетовым оттенком. Я все-таки так и не поняла, что такое контражур. Контражур – это когда свет бьет тебе в глаза. Вот. Понимаете? Вот. Слева это боковой свет, сзади это просто освещение, я не знаю, как оно называется, прямое, наверное, освещение, боковое освещение, а контражур, когда
солнце в данном случае, любой источник света, бьет нам в глаза. И тогда совсем другие условия освещения, условия рисования. То есть некоторые деревья будут буквально гореть. Если бы солнце было там, по верхушкам горело бы дерево, то есть отражался бы свет, прозрачный был. Ну, то есть это на картинах часто художники подчеркивают хорошо. Ну, вот, показывают особое освещение. Здесь контражур не ярко выражен, он такой слегка. Солнце у нас слева, немножко сзади. Вот оно будет это уже ближе к вечеру, да, дело? Не дело. Или это не нет, это дело там, где ты станешь. Вот здесь, смотрите, здесь освещение прямое. Вот оно справа бьет в окно, освещает нам вот эту часть города. Если бы мы смотрели в то окно, солнце бы било нам в глаза, это был бы уже контражур. Было бы совершенно две разных картины мира. То есть здесь мы спокойно смотрим, там такие жесткие тени получаются. Ну, в общем, другие условия. Так, корочку забили. Так, этих мы нарисуем поверху. Вот этих петушков можно рисовать поверху, да? То есть их не обязательно прорисовывать сразу. Да, можно и поверху. Так, что касается забора, берем сразу достаточно темное что-то. Вот это умбра жженая, наверное, зелени сюда. Так, вот у нас. Смело подкладываем вот такую темноту, поскольку мы пойдем по верху на высветление. Олег, а сколько нужно иметь оттенков красок в арсенале? Ну, ограниченное количество. Вот здесь их даже перебор. Ну, вот этими количеством красок удобно работать. Можно, конечно, смешать То есть, чтобы... и бирюзу. И, кстати, начинающим полезно работать с небольшим набором красок, чтобы через трудности уметь смешивать краски. В данном случае работа быстрая, нам особо некогда. Проще брать такие, вот оранжевые можно отказаться, если у тебя есть желтый и красный. Мешать желтый и красный будет примерно оранжевый. Но удобнее, когда есть для скорости, художник просто берет и оранжевый выдавливает. Достаточно, ну, от 6 красок, наверное, основных. Вот принтеры, они 4 красками печатают, и все достаточно цветно. Вот главное с пропорцией вот эти соблюдать. То есть главное иметь, в общем-то, так 4, да? Да, от 4. Так. Подкладываем, смотрите. Это уже что-то такое, точнее, не голубенькое. Фиолетовое, холодное. Вот эти, да, холодное. они же холодным будут отдавать. Здесь будет рефлексировать на этот забор холодное небо. Там будут разные оттенки, но и холодные в том числе. Как и вот на эту стену. Здесь очень сказываются рефлексы от неба. Освещение голубое. Тени будут с голубым оттенком от забора. Вот эти вот. Да. Вот здесь за забором, под забором, где вот эти кусты, самое темное место. Берем, можно сажу взять, но не обязательно, можно умбру или коричневый с ФЦ, заложить вот этот почти черный цвет. Вот это самое темное место в работе. Кстати, можно курицу немножко рядышком, это будет всегда полезно, краевой контраст с курицей, светлое с темным. Тут стена какой-то постройки, то ли забор, то ли еще. Вводим, вот я достаточно бездумно ввожу вот эти оттенки, там и холодные, и теплые, преимущественно холодные, конечно. Но главное без белил пока что обходимся. Если нужно высветлить, берем что-нибудь светлое, цепляем и уже более светлое разводим. Да. Тут вот бирюза есть. Ну, вообще, вы не постарайтесь заметить в предмете его теневые, то есть что снизу.
какой оттенок. И смело его тонким слоем прокладываете внутри. Внутри. Внутри, за вот этой тенью. То есть мы будем поверху еще идти на осветление. Но все равно же ведь мы делаем неоднородный цвет. Да, вот везде, да, казалось бы, да, вот. конечно. Все равно раскидываем. Одним цветом нельзя рисовать. Лишнее сразу снимаем. Лишнюю краску, чтобы она быстрее немножко загустела и дала нам возможность идти работать с ней. Так, что касается домика. Ну, прежде чем домик, можно попробовать немного облака набрать. В облака берем охру, наверное. Пробуем охру. Так, чуть-чуть. Охру мы много где добавляем. В пейзаже, да? Конечно. Особенно желтые охры. Охр бывает много разных, но лучше всех универсальнее желтые. А вот это сейчас желтая охра. Вот это у нас, да, желтая охра. Причем она строительная. Это обычный строительный порошок, затертый на масле с воском. То есть, ну и присутствие лака небольшое. Об этом видео у меня есть, то есть это самодельная краска. Вы сами делаете? Да, она ничем не отличается от художественных, абсолютно ничем, ни по составу, ни по свойствам. Очень много способов, да, есть писать облака? Да, можно мастихином. Если бы было больше размер холста, удобнее даже мастихином. Пальцем рисуют. Вот контражур обычно как раз таки и зажигает хорошо вот краюшки, даже снизу облака немножко, если солнце у нас там немножко находится. И растушевочкой вот этой строительной кисточкой можно немножко. Сухой. Сухой или да, чистой сухой кистью. Так, небо пускай стоит. Вот эта часть крыши точно так же. Вот она у нас светлая, но мы обязаны подложить сначала тонким слоем что-то темное. То есть вот примерно вот такой цвет, да, какой-то? Да. Также без белья. Вот, можно не пугаться вот этого цвета темного. Также неравномерные, оттенки разные должны быть. Чуть-чуть заваливать. Ну, еще раз напоминаю, вот это вот конечек должен быть немножко выше вот второго конька. В данном случае, это линейная перспектива. Сразу темноту под конек. В температурах. Вот здесь теплая должна быть тень внутри. Вот здесь будет теплая тень под этим коньком, даже с оранжевым оттенком. Это рефлексы от травы дадут горячие отблески вот под крышу. Да, вот здесь важно, у нас темный угол дома, важно его выделить светлым. Краевой контраст делаем достаточно светлый. Ну да, точно, там же зелень, да? Вот да, зелень, обозначаем зелень. Именно чтобы зажечь, показать вот эти форму, характерную для дома. И не забываем снимать всегда вот первый слой краски. Это грунты хорошие, здесь у нас они держат будет у вас краску, то есть смело снимайте. Первая вот эта краска, она будет намертво здесь лежать, как подмалевок в работе. Также с крыши излишки снимаем. Так, то есть первый слой мы везде снимаем? Да, снимаем, да? Не забывайте. Так, потом вот эти
Окошки берем, бирюза. Строим. Мы потом будем резать достаточно широко. Вот так вот можете краску эту делать. А, бирюзу кладем сразу, да? Сразу. То есть сперва поскольку цвет чистый, легко загрязняемый. Мы, если бы коричневый у нас здесь была кладка, нам бы трудно было по-сырому ложить такой чистый цвет. А так именно с бирюзой? С чистыми оттенками, с любыми нежными какими-то. Вот можно белила вот здесь. Белила. Окна у нас в тени, поэтому они будут отдавать голубеньким, холодным. Так, тут у нас середина. Так, я ошибся с окошком. Так, вот смотрите, вот у нас серединная линия. Вот здесь будут окна. Смотрите, вот здесь под коньком, не вот отсюда, а вот отсюда. Серединная линия, и она делит дом пополам. Вот я немножко ошибся, и вы так разнесите немного окна. Это как бревнышки. Нет, это как бы можно вырезать вот это вот наличники. А, наличники. Ну, они обычно с резьбой с какой-то. Ну да. У меня на даче такие же. Только не 2 окошка, а 3. Кстати, да, вы, если хотите, можете 3-е окно сделать. И вообще дом коротковат, можно немного его удлинить, вот эту крышу. Уже что-то вообще получается. Уже что-то. А вот тут мы немножко показали свет, да? Да, это плоскость. Не знаю, как эта деталь называется. Ну да. Мы еще будем осветлять ее. Цвет такой землистый. Это дорожка, да, вот у нас? Да. Немножко, чтобы не такая яркая, чтобы не такая яркая была земля, немножко вот в эту охру и краплак можно умбру или сажу добавлять немножко, чтобы появился серый оттенок. Короткими мазочками можете везде разбрасывать, потому что земля, как правило, вытоптанная у построек. Прям вот такими маленькими короткими мазочками. Да. Потом будем детализировать, пока вот можно. Так, здесь у нас, смотрите, забор, под забором щель, там будет свет, а здесь тень от забора, собственно, будет идти. Такой голубовато-фиолетовый делается тень. Везде, да, где она должна быть от забора. Там лавочка, вот я смотрю, да, там где лавочка тоже. Так. Так, вот это самый главный этап мы сделали. Теперь снимаем краску, если она где-то осталась.
Так, новичку как понять, где осталась краска, а где нет? Ну, вы же сами почувствуете, где у вас торчит излишки краски, торчат. Лучше снять. Особенно по теневым. Здесь не обязательно, мы можем оставлять. Так. Здесь можно оставлять. Вот теневые, чем тоньше, тем удобнее будет работать дальше. Можно вот эти все тени немножко промокнуть красоку. Опять-таки, чтобы снять лишний. Да. Лишний. Да, но холст должен держать краску, быть шершавым, потому что с гладкого холста мы все снимем полностью до белых точек. И то вот здесь вот немножко лишнего снялось. Вот с обычного холста мы снимем, будет белое зерно. Да, да. Так, теперь начинаем. Можно с деревьев, с дальнего плана начинать. Можно взять, можно мазком работать. Да. А можно вот этой кистью строительной набивать вот так вот ветки. Немножко прокручивая, показывать характер веток. Смотрите, контражур, он зажжет краски, точнее зелень вот эту насквозь, и она может быть достаточно яркая, вот такая сочная. Так, а мы пока прокладываем не везде, да? Не везде, конечно. Так, можно сверху пустить ветку, такую диагональ, указывающую на дом. Это всегда полезно для композиции, немножко, чтобы линии какие-то сводились в центр. Дорожка, там, ветка. Так, смотрите, легкими касаниями мы не просто молотим вот этой кисточкой, а уже строим ветвь. То есть вот подразумеваем, что у нас тут ветка. С ветками у меня большие проблемы. Да, постарайтесь. Тут не торопитесь, аккуратненько. Сначала темное прокладываем, потом на темное светлое. Краска здесь может быть достаточно густой. Это что касается светлых. Темные желательно потоньше писать. Будет более культурно, что ли. Так, вот сразу можно красным. Красное дерево, да? Да. Немножко обозначаем его. Разными оттенками. Можно натирать. Смотрите, тут много способов, как эту листву писать. Можно как вот так, как я показал, можно такими движениями, щетинкой какой-нибудь или мягкой кистью по верхушкам холста втирать. Тоже как вариант. Можно комбинировать и так пройтись. Ну, так мне больше нравится. Также можно подснимать лишнюю краску. Тени здесь такие прохладные, а свет должен быть с теплинкой. Вот если солнце попадет на вот этот красное дерево, оно оранжевым немного даст. Более теплым. Вот примерно вот такими оттенками. Сразу можно связывать вот эти оттенки, куда-то вводить. Что-то яркое всегда желательно, чтобы где-то отозвалось. А как понять, где? Вот не знаю, выдумывается. Ну, в травке можно где-нибудь. Вот. Да, можно бездумно просто взять мазок просто в траву вот этого же цвета и все. То есть, если краска остается на кисти, да, получается? Да, можно и краску это просто снять, но просто вы обязаны яркий цвет, чтобы он где-то повторился. Это как в вашем наряде. Если какой-нибудь красные туфельки, должен же быть ремешок, наверное, красный или что-то красненькое. Так. Оттенки уже вводим не такими яркими, не чистыми цветами. Можно вот фиолетовый вводить, еще какой-то цвет, чтобы появились живописные сочетания.
То есть, если мы все напишем зеленым, красным, желтым и бирюзовым, получится очень такая немножко декоративная картинка, немножко лубочная. А живопись, она вот на таких сложных сочетаниях. Мы замечаем прежде всего в живописи яркие оттенки, чистые, но на самом деле процентов там, наверное, 70 или 90 с вот такими сложными сероватыми оттенками написано, пепельными, какими-то серо-голубыми. Мы их не замечаем, как правило. Мы, как дети, стараемся взять яркие фломастеры и все это разукрасить. Вот. А художник, понимаете, он вот этими серыми оттенками, он выдвигает яркое. То есть вот этот малый 5-10% ярких оттенков, они и звучат хорошо за счет вот... Спокойных, более спокойных. Да, за счет вот этих спокойных оттенков. И старайтесь как можно тоньше, вот где... Вот тут можно, если это финальный, тут можно лупить, здесь мы еще будем работать, здесь желательно тонкими оттенками. Все вот эти тонкие оттенки, они дают очень, кстати, деликатные такие сочетания, поскольку возникает эффект лессировки. Не просто здесь мы как мясом кладем эту краску, фарш такой получается цветной, тоже неплохо, но эффекта лессировки нет. Вот здесь на тонких оттенках через тонкие слои краски видны другие низлежащие, поэтому возникает третий очень сложный оттенок. Ну да, даже сейчас объем какой-то вот тут. Да. И, кстати, если у вас что-то получилось, уже туда не заходите. Если вы уже что-то чувствуете, что там что-то есть, не трогайте. По крайней мере, пока держитесь. Энергии у вас много, вы можете испортить, попытаться улучшить, как правило, идет все на ухудшение. Вот. Не копируем досконально, работаем, учимся работать со своей картиной, достаем из себя художника, то есть работаем с подключаем фантазию. Тут можно пожестче пустить на темное, вот это светлое. Вот здесь уже придется, конечно, выпукло писать. Почему? Потому что, чтобы перекрыть слабой краской, вот этот салатовый колер, он достаточно слабый, но приходится густо писать. Ну это сейчас мы что делаем? Ну так, травку. Намек на травку. Так, теперь. Вообще нельзя заостряться на каком-то одном куске картины и долго его нежелательно, выписывать, да? потому что, смотрите, опытный художник может так писать с одного куска, он все равно вытянет, он знает, какими красками, какими сочетаниями, в каком тональном ключе работать. Вы, как правило, ошибетесь, поскольку вы здесь относительно вот этого всего, здесь может быть хорошо, но когда вот исправите здесь, как правило, высветлится, будет более темное место вот здесь. И будет ошибка, придется переделывать. Так что лучше вести работу все сразу же. Так, теперь можно поработать с крышей. Работаем плоской кистью. Так, плоской кистью. Плоская кисть. Берем густую краску и пробуем сбрасывать. Так. Не подсохло еще. Ладно. Плоская кисть это синтетика, да? Все? У нас масло все синтетика? Или не все бывает еще? Нет, щетина бывает. Бывают, ну, разные. Щетина, колонок, всякие там белки. Белка, козырь еще есть. Да. Так, вот намечаем забор. Немножко, так, вот эта калитка у нас повыше. Забор чуть-чуть должен уходить кверху. Проверяем вот. Как проверяем? Ну вот да, сверху, снизу проверяем. Да, немножко уходит вот сюда вот. То есть горизонт у нас вот где-то вот здесь, поэтому к нему, горизонту, забор пойдет. Он в эту сторону, то есть, да, он туда уходит, и поэтому он пойдет, ну, вот, нижняя часть еще более ярко выраженно уходит в ту сторону. Так.
всякие интересные цвета такие. Вот это постройка или заборчик. Какие-то даже там розоватые, желтоватые. Да, это достаточно, смотрите, случайные оттенки, вы их там сильно не подбирайте. Вот мягкой кистью, вот этой синтетической, когда более-менее подсохнет подложка, без давления сбрасывайте вот так вот краску, густую краску. Густую краску, но без давления. Без давления, положив кисть практически параллельно холсту. Вот она будет без давления сбрасываться рваным мазком. Не забивайте всю тень. Мы потом будем еще процарапывать, рисовать дерево. Ну, пока что вот так. Вот здесь много вот этих оливковых. Берем две краски, травяную и охру желтую. Вот ей работаем. Цвет красивый, правда, оливковый. Красивый, да. То есть старайтесь не забивать вот эту тень, которую мы сразу нанесли. Да. А тут вот эти вот кустики мы пока не трогаем. Да, там поверху все сделаем. Если научитесь вот этому мазку, это будет очень полезно. Вот эта кисть. Ну да, вот можно пошире взять. Главное, чтобы она была плоская и относительно мягкая. А надо именно вот так держать? Или все-таки можно вот так? Вы ее так не положите. А, так не положите. Да, не положите. Вот, кстати, цветочная кисть, можете, ей она более широкая и более мягкая, более такая вот. Вот сразу возникает рисунок рваный такой. В несколько проходов. То есть не одним оттенком, желательно по вот этому, когда подсохнет, еще дать какой-то оттенок, а потом уже будем рисовать тени. Опять же доставать, выцарапывать карандашиком или кистью. Вот эта плоскость у нас освещена, попадает немножко солнца, она будет теплее относительно вот этих плоскостей. Там, где крыша. Да, сюда больше охры вводите, больше таких розовых, может, оттенков. Но с белилами же все, правильно? Уже да, мы здесь могут быть, все делаем да, такое. здесь, конечно, могут быть белила. Можно что-то без белил, что-то с белилами. Вот у нас карандаш есть, которым мы рисовали. Да, вот можно карандашом удобно доставать вот эти вот нашу изначально темный цвет. Ну, это пока предварительно, Да, потом да. это же то же самое можно делать кистью. Ну, карандаш это очень хорошо делает, особенно мягкий карандаш, он даже и рисовать будет такой темным цветом. Это тоже иногда нужно. Да, рисуйте немножко кривовато, потому что русская деревня, она тема живописна, что она слегка старые вот эти
Ну, да, цвета старого дерева, кривенькая, да. Но своя родная. Да. Она живописная. Вот, ну, кстати, да, энтропия, вот, ну, это называют энтропия разрушения, она и живописности придает. Новое не очень хорошо, когда все новое построено. Это не живописно. Здрасте, заходите. Так, это кто у нас? Это Света. Все, да, Света, заходите. Сейчас начнем. Так, Валерия, я пойду заниматься другими участниками, не торопясь. У вас много времени, да, своя палитра, потихонечку, вдумчиво делайте то же самое. Так, Валерия, продолжаем. Давайте я вас похвалю. Так, ну да, немножко не догоняете. Да, это вот мне сложно. Корочки, вот эти, да, большие, обрезать нужно. Ну так, более-менее все нормально. Облака холодные, теплее нужно, немножко теплоты. Так, дальше. Так, теперь уже нужно детализировать кое-что. Бревна, например, домик. Так, ну вот уже разобраться с бревнами, где какое бревно. Да, можно сейчас еще более тщательно обрезать окна. Чем-то коричневеньким, да? Да, умброй или еще чем-то. Да, чтобы они были на одном уровне. Да. Тут я немножко поторопился. Тут, конечно, желательно было порисовать. У вас вот это окно высоко, его пониже нужно сделать. Так более-менее все верно. Вот эти будут уже, поскольку вот эта часть уже, как бы в большем ракурсе, немножко более узкая. Уже можно вырисовывать, да, оконце. Да. Так, сейчас я масштабы возьму. Что это такое? Ну, это упор для руки. То есть детали какие-то лучше с каким-то упором делать. Что-то интересное. Тоже, да, мы потом вырежем как-то вот эти бревнышки, да? Да, можно. Можно вырезать, можно вот так вот сделать намек. Так, еще один проход по доскам, по заборчику. По забору. Еще больше осветляем, да, какие-то нюансы? Да, но до разумной степени. Она не может быть светлее, чем, например, трава, она немножко темнее и холоднее. Так, можно уже разделить доски. Зачем их разделяем? Ну, это вот кисть, лайнер называется, тонкая, такая длинная кисточка. У нее хорошее преимущество, она много краски берет, долго не заканчивается краска, разбавлять, правда, нужно. И она ровно ведет, поскольку длинный, как бы, длинный ворс, и он не так подвержен дрожанию руки, кончики его. Короткая кисть очень, если рука трясется, она немножко вот повторяет. Это более-менее ровные линии ведет.
То есть кисть такая полезная должна быть в арсенале у вас. Если делаем забор, берем лайнер. Ну да. Ну, ветки удобно писать. Яркие, это вот то, что вы говорили про яркие краски, да, разносим. Да, еще проложили где-то. и где-нибудь пускай отзовется. Кстати, вот такой же яркий можно проложить под конек оранжевый. В природе, ну, так заметно, но не очень. Но вот эти вот рефлексы, они пойдут сюда горячим, оранжевым. То есть в природе это можно заметить, но это не очень бросается в глаза. В живописи вы должны усилить этот эффект. Вот крышу еще раз полоски мы набираем густо на кисть, не погромче говорите, тут не возьмет микрофон. По поводу крыши, да? Кисть. Мы набираем густо краску, густо, да, как мы делаем досочки. Густо краску и не вдавливаем. Да, без давления сбрасываем в несколько проходов. Должно быть темное, потом 1-2 оттенка еще сверху. Допустим, дощаные доски, сейчас такого, наверное, домов не найдете, хотя, может, на севере где-то есть, они с зеленым оттенком. Доска на солнце или не на солнце, она немножко за счет мха, замшелости, она немного зеленит. Соответственно, та дальняя часть у нас светлее немного, да? За счет солнца или нет? Нет, или просто она одинаковая? Нет. Даже вот это будет темнее за счет контраста со светлым небом. Иногда кажется, что темнее вот именно вот это место. А здесь может быть наоборот контраст с темным, светлее. Хотя исключения бывают разные. Осветляем, да, Да, контраст. У забора вот эти вот колышки, Тоже контрасты очень большие должны быть. Здорово. И тень снизу. Всегда вот важно про тень не забывать. Да, про нее всегда. Да, начинаем еще куда-то уплывает. Да, буквально через раз забываете поставить предмет. Снизу под курицей нужны, ну и так далее. Точно, под курицами что же тень? Очень часто концентрируешься на цвете, тот не тот, или еще на чем-то забываешь про тени. Можно вот этой уже поменьше строительной кистью набрать какие-то кустики. Прям вот чистым цветом, да? Да, здесь можно чистым. Чистым. Там часто в палисадниках цветы какие-то растут.
сейчас в огороде сидит, наверное. Полет. Курицу я высоко нарисовал. Придется немножко ее опустить как-то. Так, здесь мы забьем зеленым. Так, под курицу тогда придется нам выписать. Вот я ошибся с точкой опоры курицы. И сейчас придется бороться за белый цвет, за подложку. Можно немножко смочить разбавителем и вымыть вот эту краску. Тряпочку аккуратно, да? Да. Прокладываем фиолетовый, такой голубовато-фиолетовый тень сначала. Ну, обычно всегда с тени пишут. С обратной стороны почти белила, но теплые, с капелькой охры. Можно густо. Курица такой длинный хвостик обычно. Тут что-то клюет. Да. Очень жесткую тень. Такую и сине-зеленую. И длина теней очень зависит от времени дня. Ну, в полдень они самые короткие. Тут уже такие оттенки теплые, немножко ближе к вечеру. Они могут быть немного длиннее, чем... Ну, не вечерние, самые длинные, да, примерно вот такие, такой длины. Хвостик можно обрезать немножко. Рядом рыжая курочка, ее берем через Марс оранжевый, с оранжевым, без белил. Такая цвет пеструшки такой, без белил. Да. Белила могут быть сверху на бликующих местах. На хвостике. С оранжевым. И тень. С этой стороны могут быть зеленые рефлексы от травы, тут фиолетовый от неба, тут зеленоватые травки. Там курочки. Здорово. Тропинка, я про нее забыл. Так, я побежал. Продолжайте. Если нужно, вот эту штучку снимайте. Или я вам сейчас другую дам. Так, не параллельно, что-то у вас чистоколом цвет.
Ну, вы подснимите и пробуйте еще раз. Ну вот здесь же у вас получается. Так. Не, нормально. Вот здесь белила попали, немножко многовато белил, серенький. Здесь нужно перебить более темный. Так. А это подснять. Крышу снимаем. Да. Вы не сдавайтесь, давайте пробуйте, снимайте и работайте. Заново прикрывать самым надо? Надо. Если ушел темный, то нужно. Ну, крышку, наверное, надо промакивать, да, тряпкой или снимать? Да, немножко нужно промокнуть. И подождите, вы смотрите, что дальше будете делать. Потихонечку на высветление. Можно с такой кистью просто доставать какие-то оттенки, практически пустой. Можно уже поднимать немножко кое-где траву. Поднимаем сухой кистью или набираем? Нет, немножко набираем каких-то охристо-зеленых. Особенно на темное хорошо, на контраст. Тут вообще не нужно, тут мазок может быть, а вот здесь немножко нужно. Здесь вот это деревце можно, не деревце, а какой-то кустик, разделить вот этот длинный забор, как бы сделать уступ. А курочек мне не пора обрезать? Пора, да, вам точно пора. Давно и мне пора уже что-то делать с ними. Ну только размер, смотрите, по размеру они у вас немножко. Гигантские. Да. Так. Курочки светло-фиолетовые, как тут, да? Тень, да, тень фиолетовая, свет бело-желтый такой вот, охристый, или можно кадмий желтого, темного взять. Вот так потом потоптать, соединить. Тень, да? Тень, да, очень жестко садим на тень. Вот можно чисто изумрудно-зеленый. И контраст, травка немножко.
Так, я, наверное, вот этих курей не буду писать. Вы можете писать их. Я тут, может, цыплят каких-нибудь или травки. Я просто не успею все их прописать. Тут много еще работы. А вы можете вот этих пеструшек, там, петушков набрать. Можно, правда, каких-то вот этот петушок цыплят. Ну, это уже рисуйте сами. Я просто физически не успею. Мне он не нужен. Это же моя картина. Да, можно намек на цыплят. Их много обычно. Беленькие крылышки, да, Олег? Ну, что-то вот. Да, я даже не помню, как они выглядят. Помню, что желтые. Ну, с белилами будет, не чисто желтым, иначе будет слишком яркое. Надо где-то глянуть, как они выглядят. Сейчас найдем. Птенчики. Потом надо будет дорабатывать или их в один заход? Смотрите, ну по-хорошему не обязательно что-то дорабатывать, можно обрезать вот так контуром. Ну, смотря как, в каком стиле работаем. Если более реализма бывает, то, конечно, их нужно проработать. Но можно их оставить и намеком каким-то. Тут курица, кстати, важнее, чем цыплята. Вот с ней нужно глазик ей там нарисовать, например, а этих просто вот так вот пятнышками. Покажите. Оттенок не тот немножко. Да, у них более такой холодный оттенок. У них гребешки есть? Нет. Нету. Пока не нужно. Вот эти тени на контур ажур, как помните. Здесь будет у земли теневые от травы, то есть она выпуклая, даст тень. Красноватые мы добавляем тоже, да, вот как от чего-то тут. Это для живописности. Красный попал. Красный цвет хороший. Красный, оранжево, желтый — это такие живописные хорошие цвета. Фиолетовый. Их много не бывает. Их смело, чуть заметили намек, смело добавляйте во всю силу. Можно немножко зерно поднять, хвоста посильнее, чтобы зернышко, ну как сказать, такой намек на заребить немножко холст. Будет иллюзия как бы свечения травы кое-где.
потом сделаем доски. Деревом здесь закроем этот угол у вас. Хорошо. Да. Добавьте тепла. Куда? В облака. Я пыталась. Давайте. Да, намек на ветки какие-то. Вот этой вот тем же стайером, маленьким стайером. Лайнер. Я ошибаюсь точно. Здорово. А такой же прием можно использовать вот в той картине потом? Конечно, да. А на заднем плане, да? Можно. Не можно, а нужно, как еще так и пишутся вот эти ветки. Только разбавляйте более-менее жидко. Да. Тут еще есть такой прием, как бы вот я сейчас на камеру покажу, если это будет видно. Писать ветки в свет и тень сразу. Вот, например, берем тень, разбавляем краску. Как листья, да? Как пионами тогда? Ну, наверное, нет, не совсем. Вот берем темную часть ветки. Цвет подбираем, разбавляем жиденько. Потом берем свет. Цветовую часть, более теплую в данном случае. Также разбавляем жидко. Одинаковая консистенция должна быть. То есть примерно одинаковая. Потом берем этот лайнер, обмакиваем в темное сначала, потом захватываем светлое и светлым концом, светлой частью мы ведем, не знаю, видно это или нет, но то есть получается и свет, и тень сразу. То есть более так вот естественно. Видно, да. Видите? Ну здесь поплотнее можно темное, не хватает все-таки плотности. Сейчас попробую добавить. То есть вы экономите очень много времени, потому что у каждого же предмета есть свет и тень. И вот какие-то ветки, и чтобы потом не заходить с мелкой работой, лучше сразу взять. Здорово. Вот темное, вот сейчас я утемнил немножко. Цепляем свет. Контраст большой должен быть на солнце. Так, вы чувствуете, там и свет, и тень, все это есть. То есть мы кисточку не прокручиваем, мы просто ее ведем, ведем. Белым. Мы крутим ей фигуру вот эту, ну, собственно, как ветки у нас устроены, они кривенькие все. Но саму кисть не крутим. Вот я сотру потом, но вот я как пример покажу. Тут прям листочек. Уже сейчас веточки добавили. Все, уже есть. Забор, смотрите, движения быстрые должны быть. Если медленно, во-первых, будет кривовато, линия криво пойдет, разной толщины обычно ведется, и плюс она должна рваться немножко. Когда быстрым движением, она немного рвется, и та же вибрация создается, более живописная такая укладка получается. Более состаренные досочки, да? Да. То есть в природе вот пикселей очень много, вот точечки всякие, дерева, нет ровных поверхностей, ну может быть небо ровное, может быть что-то еще. А так все состоит из таких миллиардов темных и светлых точек разной температуры, разного цвета. И вот это вот мы добиваемся вот это такими движениями по земле, по траве, чтобы все заиграло, немножко запестрело до разума. Травку поэтому, да, вы говорили, что лучше вот так вот, коротенькими мазками такими. Да, в том числе. Так, дерево там у нас нужно, наверное, нужно дерево. Дерево набираем также сначала с теневых. Вот можно зеленую, просто травяную, с капелькой коричневого.
Как тень сперва, да, мы делаем? Да, да. Уголочком большой кисти. Здесь уже так не поделаешь, вот такой вот кистью, мелко, потому что да? будет слишком мелко. Уголком прям можно имитировать. Кисть плоская вот эта? Плоская, плоская да. кисть. Крупная плоская кисть. Там какая-то лестница. Цвет тень. Она везде есть. Конечно. Ну, чтобы не рисовали, Это минимум свет и тень, а там еще и полутона бывают, рефлексы, блики там, ну, минимум 2 оттенка нужно показывать, светлое и темное. самое главное это увидеть. Нет, ну даже видеть не нужно. Ты знаешь, что у любого предмета, если это не прозрачный предмет, у него и тень хорошая, и свет хороший. Так, я, наверное, не буду рисовать этот журавль. Вы можете его рисовать. Мне не получается, а вы попробуйте. Тоже вот этой кисточкой. Тоненько. Цветочки. Ну что-то, да? Это фиолетовый. Цветочки, не цветочки, любая теплая картина просит фиолетового цвета. Вот, ну, мы, по-моему, говорили не так давно, что фиолетовый это один из самых таких живописных оттенков. И его как бы хочется куда-нибудь в качестве того же цветочка или там занавесочки ввести в работу. Прям в землю можно фиолетово вводить. Красиво получается. Оранжевый один из самых таких хороших цветов для. Его нет, его мало, но его хочется вот в солнечный день. Фиолетового тоже очень мало в природе, поэтому его хочется добавить. А зеленого и синего много в природе. В живописи, как правило, немножко стараются их успокоить. Ну, вот, допустим, голубого мы, конечно, не обойдемся, голубого у нас небо, но зелени у нас практически чисто и нету. Вот кое-где зеленые. А здесь у нас такие охристые, спокойные. То есть, наоборот, хочется усилиться на картине то, чего нету в природе, да? Для того, чтобы создать... Еще раз, это плохо было слышно. Используем цвета в картине, те, которые редко встречаются в природе, которых мало, да? Ну да, можно их подкладывать. Просто даже не знаю, как объяснить, но вот художники часто играют на этом. Вот нету где-нибудь поле и где-нибудь фиолетовый мазочек. И все на этом фиолетовом мазочке держится. Сюда мы дерево, листики делаем большой кистью. Уголочком небольшой. Ну, вы можете маленькой, не, ну как, ну, вы же должны работать тоже. Можете маленькой, вот такой вот. Но лучше учиться большим инструментом. Тогда я лучше буду учиться большим инструментом. Да. Вот такой вот уголочек, он будет имитировать работу круглой кисти. Как только начал терять насыщенность, меняем, берем краску. И будет цеплять у вас небо немножко. Главное не забывать рисовать вот эти вот не просто хаотично вот так вот, а чтобы как бы по ветке было, понимаете?
Вот это важно подчеркнуть. Оно тут большое, у нас небольшое. Здесь вот оно недалеко, мы сравниваем, ну вот оно за сараем, вот примерно полцыпленка, как бы листик. Понимаете? Вот такие вот небольшие. Вот можете, там где не получилось, перебивайте жестко. Что перебить? Ничего спрятать. В палисадничке 3 окна разбить нужно, они слишком у вас как солдаты.